Мое имя Кирилл Михайлович Товбин, я заведующий кафедрой социально-культурных технологий. Мы в виде педагогического эксперимента проводим гостевые лекции с Анатолием Анатольевичем. В чем они заключаются, думаю, вы понимаете. То есть в рамках его программы «Читаю я предмет так, как вижу», он приходит в отместку ко мне и рассказывает в рамках моей программы «Так, как видит предмет он». Он попросил меня рассказать вам, хотя у вас сегодня по расписанию стоит практическое занятие, он попросил в лекционном формате рассказать вам об архетипах юнговских и о том, как они непосредственно влияют на расстановку и на наполнение персонажей в голливудском кинематографе и вообще. Почему-то Анатолий Анатольевич считает, что я специалист по архетипам, постараюсь не ударить в грязь лицом. Итак, об этом, собственно говоря, мы с вами будем говорить. То есть для не вас, для непосвященного человека, для неспециалиста кажется, что то, что мы видим на экране, это плод работы в худшем случае спонтанного чего-то воображения, в лучшем случае каких-нибудь маркетологов, которые сидят и сухо, и скучно придумывают какие-то картинки для того, чтобы потом получить под них деньги. На самом деле все гораздо сложнее. Что попало, не придумаешь. Придумать, вернее, можно, что попало, но денег не все принесет. Выражаясь словами Гегеля, все разумное действительно, все действительно разумное. Мы можем только тот проект запустить, который принесет деньги, только тот проект, который основан на чем-то очень основательном. И на чем же основательном? Вот одна из таких теорий, на которых строится современный кинематограф, не только кинематограф, это теория архетипов. Поэтому я немножечко сперва софистики здесь запущу, я объясню, что это такое. А потом непосредственно мы с вами пройдемся по персонажам кинематографа, и даже в конце у нас будет небольшое практическое задание, когда я попрошу вас, собственно, самих попытаться определить, к какому типажу какие относятся персонажи. Итак, поехали. Начинаем мы с вами с того, что понятие архетип. Что такое архетип? Термин приписывается Карлу Густаву Юнгу, австрийскому психиатру и одному из основоположников психоанализа, в начале другу Зигмунда Фрейда, а впоследствии врагу Зигмунда Фрейда, и основателя собственного направления в психологии, так называемой аналитической психологии. Это одна из самых авторитетных школ не только в психологии, она прошла, в общем-то, дальше за границы социогуманитарной. Лично я считаю, что Юнг был одним из первых культурологов. Хотя он об этом, наверное, не знал. Поэтому начнем мы с вами с определения того, что такое архетип. Самое примитивное, самое пустопорожнее определение архетипа – это коллективное бессознательное. Да, и Анатолий Анатольевич попросил меня проследить за тем, чтобы вы основные все понятия законспектировали. Потом он их, видимо, будет опрашивать. Это самое простое, самое пустопорожнее, потому что оно ни о чем. Говоря коллективно бессознательное, мы прячемся лишь за ширму вот этого словосочетания. Нам нужно его дальше вскрыть, из чего оно состоит. Это самое коллективное бессознательное. Как мы к нему приобщаемся, как оно воздействует на нас, об этом будем говорить мы сами. Проблема вся в том, дорогие мои друзья, что в определенные архетипические роли не только мы постигаем с экрана, потребляем с экрана, но мы сами становимся в определенные потребительские архетипические роли. Не сильно сложно я загнул? Самое главное для того, чтобы нам разобраться, это определенная программа, сквозь которую мы смотрим, выражаясь языком НЛП. Это программа, сквозь которую мы думаем и постигаем. Программа эта неосознанная, но эта программа очень внятная, осмысленная и четкая. То есть она помогает очень быстро все точки над «ё» расставить в постижении чего-либо. В общих чертах. Вот что такое архетип. Еще раз повторюсь, здесь перед вами гибридно соединены два определения. Это минимальное для студента-троечника, коллективное бессознательное, и максимальное. Они сплетены оба. Идем дальше. Собственно говоря, вот как архетипы влияют на наше поведение. Проходя через определенные уровни, они влияют на определение образов. Образа врага, образа матери, образа самого себя как настоящего мужика, образа самой себя как девушки, которая нравится парням. То есть определенный образ, который формирует, образ того, что я ненавижу, образ того, что я люблю, образ того, что я вожделею. Впоследствии эти образы уже формируют у нас шкалу эмоций. Сначала формируется картинка, потом у нас формируется наше отношение к ней. Вам видно? Кафедра не мешает?
Вот. И впоследствии, ну, и, конечно, оговорочка, здесь речь идет о поведении психически здорового человека. То есть сначала образ, потом эмоция, потом поведение. Бывает иногда в другой совершенно последовательности, но мы про экстремальную ситуацию говорить не будем. И в итоге мы имеем поведение. Человек определенным образом себя ведет. Например, он дает тебе деньги. Или, например, гонится за тобой с арматурным прутом. Вот, то есть определенное поведение влияет от определенного архетипа. Архетип в центре, он черный. Мы ничего не знаем об этом архетипе. Начинал Юнг точно так же, как Фрейд, со своего определения суперэго, своего определения сублимации и так далее. Он говорил, никто не знает, что это такое, просто вот доверяйте мне то, что я вам скажу. Психика делится так-то, так-то, так-то. Потом Юнгу это наскучило, он попытался определить, что такое архетип, и зашел в тупик. Если вам будет интересно, я потом расскажу, на чем Юнг закончил свои теории архетипов. Нам сейчас это не нужно, потому что мы с вами говорим в первую очередь о голливудском кинематографе, а голливудский кинематограф принципиально прагматичен. Его интересует только то, что работает. Его не интересует знания, его интересуют навыки и умения. Это очень близко коррелирует с нашим современным компетентностным подходом. Итак, значит, теперь мы погружаемся в новояз Карла Густава Юнга. Значит, из чего, собственно, состоит архетип, коллективный, бессознательный и так далее. Итак, значит, вот его собственная терминология, которую придумал он. В основе всего моего поведения лежит темный черный кирпич, который мы не можем принципиально осознать. Когда я пытаюсь понять, кто такой я, вот только тогда сверху начинает формироваться. Первое – самость, мое представление о том, кто я такой, что я могу сделать сам. Это, опять же, повторюсь, это бессознательная в основном черта, потому что когда мы начинаем ее проявлять на уровне своего сознания, объяснить, что я могу сделать то-то и то-то, почти всегда мы начинаем врать. В лучшем случае другим, в худшем случае себе. Но самость – это, грубо говоря, определение моих возможностей. Интуитивное, инстинктивное определение моих возможностей. Дальше следующие очень интересные архетипы, самая такая проблемная и такой клубничная часть всей философии Карла Густава Юнга, это архетип анима и анимус. Если кратко говорить, то анима – это женское в мужчине, а анимус – это мужское в женщине. Определенное ролевое поведение. Усиливающиеся или опускающиеся в современном мире, когда идет массовое смещение гендерных ролей, вот этим пунктам уделяется особое внимание. Вот примерно так его Юнг объяснял. Опять же, повторюсь, анима – это женское в мужчине, анимус – это мужское в женщине. Вот как раз не то, что поставлено обществом, а то, что вырывается из-под поставленного общества. То, что есть само по себе. Неосознанные страхи, мысли, сновидения, галлюцинации. Вот в чем проявляется архетип, вот откуда его можно считать. Но для нас мы оттуда не будем считывать. Самая туманная часть философии Юнга – это его анализ сновидений. Но мы туда не полезем. Мы возьмем образы массовой культуры, вот где-то и считывается. Почему получается так, что в 2000-х годах, немножечко забегая вперед, самым кассовым персонажем женского типажа является в 2000 году образ Тринити из фильма «Матрица», которая сочетает и на уровне анатомическом, и на уровне поведенческом мужские и женские черты в себе. Причем мужские черты в первой и второй части «Матрицы» явно доминируют. И только в третьей части вырываются именно женские. Тогда как Нео, главный персонаж, он по всем параметрам проявляет вот именно анима. Он ведомый, его ведут, если вы смотрели «Матрицу», он идет за белым кроликом. И все ролевые основные движения до его инициации как героя за него принимают женщины. Вот говорю, анима и анимус. Тень. Это то самое, что Фрейд, учитель Юнга, называл термином ид, то есть зверь. Это зверь во мне. Это то, что мешает моему проявлению как личности, то, из-за чего я скандалю с теми людьми, с кем скандалить не надо, то, что мешает мне спокойно спать по ночам, то, что делает меня несчастным. Опять же, повторюсь, вы понимаем прекрасно мы все, что счастье – это социальная категория. Это социальная категория. Но то, что лишает меня покоя, это называется понятием тень. Ну и дальше самое интересное, потому что юнгианцы эго и персона постоянно переставляли местами, что круче, что на первом-то месте стоит эго или персона. Здесь гибридный вариант, персона выше, но эго там ярче. То есть эго – это мое я. То, как я себя представляю, позиционирую. И вот тут только начинается то, что я о себе заявляю. То, как я говорю, то, как я одеваюсь, то, как я работаю, то, значит, как я являю себя в мире. По абсолютной
верно, в данном случае Юнг абсолютно верный фрейдист здесь, потому что мы видим, какое гигантское бессознательное, в точности с учением о бессознательном Зигмунда Фрейда, и какой маленький клочок выступает, как айсберг над водой. Это мое эго, мое я, и плюс к этому моя персона, маска. Вот здесь новаторство было Юнга, в общем-то, не слишком даже оригинальное, скажем честно, потому что в отличие от Фрейда, Юнг разделял мое «я» и мое социальное «я». Я вот такой, как бы плачу в подушку один я, а являюсь себе людям совершенно другим образом. То есть мои маски, которые я ношу. В общем-то, и Юнг до самой старости всегда твердил обыкновенную, такую весьма даже банальную вещь, что моя маска важнее, чем мое «я». Никому не нужен ты, плачущий дома в подушку. Важно только то, что ты приносишь обществу в виде эмоций, в виде денег, в виде общения, в виде деятельности. Только эти моменты важны. Искренне ты работаешь или не искренне. Искренне я сейчас провожу эту лекцию или не искренне, абсолютно никому не важно. Важно качество. А качество – категория социальная. Вопрос есть по этой схеме? Сейчас мы пока структуру скрываем того. И вот смотрите, вернемся немножечко на шаг назад. Вот мое поведение определенное, толчок определенный, человек определенным образом себя ведет. Один, например, начинает пьянствовать, другой начинает заниматься спортом. Один, например, говорит спасибо, другой посылает на 3 буквы человека, с которым мало знаком. Мои поведенческие определенные реакции чем движимы? Вот этой вот всей белибердой, которую в принципе невозможно понять. Да. Я про символы забыл. А вот символы как раз в них и отображается коллективно бессознательно. Это самая интересная часть вообще юнгианства. Например, рогатый дьявол. Вот, поняли. Значит, да. Или сердце как символ любви. Образ определенный. Вот, парень дарит девушке конвертик на 14 февраля, она разворачивает, а там череп с костями, черная метка. А изображение Бафомета 666 нет, там Валентинка. Вот что имеется в виду здесь под символами. Они также систематизируют наше поведение, наше мышление, нас общественное. Но, собственно, идем дальше. Самое интересное все дальше. Вот, теперь уже, собственно, мое. То, что я сюда вношу, потому что пытаясь разобраться в юнгианце всю свою жизнь, вот я смастерил вот такую незамысловатую схему. Это мой собственный копирайт. Из чего, собственно, нашпигован сам архетип, как он действует. Я как настоящий американец, опять же, рассуждаю здесь не с точки зрения его внутреннего состава, а с точки зрения его действия. В определенной среде я веду себя так, как мне велит вести себя среда. Это мой первый момент. Есть, например, самый простой момент – преподавательская этика. Что я могу себе позволить, что я не могу себе позволить. Вот, об этом часто говорят, но зачастую материальных носителей этого нет. Есть вузы, в которых есть, например, устав, есть какие-то кодексы, а есть те, в которых не прописано. Но все знают, что если преподаватель матерится на занятии или клеится к студенткам, это не есть гуд. Вот такие вот моменты. Это корпоративная этика, скажем так. Или ставить зачеты за взятки. Дальше уже семейное. То, к чему я привык с самого рождения. Мы знаем, вы прекрасно знаете, что основной путь социализации личности – это подражание. Поэтому как поступают девушки, которые всю жизнь, ненавидя своего плохого отца, подбирают себе спутника жизни и, будучи в вашем возрасте, убеждены, что он будет абсолютно не таким, как мой плохой папа, в итоге заканчивается все тем, что буквально в подробностях находит себе спутника жизни, который в подробностях повторяет своего нелюбимого отца. Потому что никуда ты не денешься с подводной лодки. Вот, но дальше моменты, думаю, они здесь понятны. Что русскому хорошо, то немцу смерть, потому что разные культуры диктуют разные способы отношения к действительности. Вот этот момент, я, конечно, его не хотел включать, потому что это сегодня не научно вообще. Те разговоры о расе, это моветон современной науки. Но Юнг об этом говорил, мы это не можем никуда скинуть. Вот. И не забываем вот о таких вещах и даже о таких вещах. Вот. Если вы думаете, что животное – это нечто совершенно грязное, чудовищное, отвратительное, в этом смысле зверюга, фу, то здесь я спешу вас разочаровать. В 2022 году, в прошлом году, было подано на соискание Нобелевской премии очень важное пионерское исследование этологии, психологии животных. Оно не получило Нобелевскую премию по биологии, но тем не менее речь идет о номинации. Это исследование психологии высших животных. Согласно этому исследованию, можете потом с ним ознакомиться, такие сложные эмоции, как гнев, досада, зависть, гордость, доступны кроме нас и животным. Причем даже не только там высшим приматам, а птицам, осьминогам
и так далее. Поэтому, в общем-то, если мы с этой точки зрения подходим, то разница между человеком и зверюгой, или дельфином, китом и мной, она, в общем-то, не такая уж на психическом уровне фундаментальная. Так, вопросы? Идем дальше. Итак, дальше. Сколько архетипов выдвигал Карл Густав Юнг? Это сам больной вопрос, потому что никто не знает, сколько он их выдвигал. Он их сначала выдвинул 4, потом 6, потом 16, потом все это дело сократил до 4, опроверг самого себя, потом еще 2 придумал, потом еще 2, поэтому здесь неизвестно. Поэтому мы не будем забивать себе голову, поговорим только о тех архетипах, которые в массовой культуре наиболее четко закреплены за Карлом Густавом Юнгом. Значит, то есть определенные поведенческие модели. Поведенческие модели, которые мы можем интерпретировать, мы можем объяснить, но они на нас влияют помимо нашего сознания. Поведенческую модель, которую я могу не разделять, но она прорывается сама во мне. В моих сновидениях, галлюцинациях, болезненном бреде. Поведенческие модели, которые общество заставляет надевать на себя, как персону, как маску. Забыл сказать по-гречески персона, маска обозначает. Итак, значит, начиная с определенного архетипа матери. К чему сводится этот архетип? Мать – это не просто спутница мужчины. И сказал Бог, нехорошо быть человеку одному. И навел на него крепкий сон. И когда спал Адам, взял у него ребро и сделал из него подругу ему. Поэтому самый простой каверзный вопрос с христианской точки зрения, значит, кого Бог сотворил первым, Адама или Еву? На самом деле Бог сотворил Адама. Но Адам был, грубо говоря, обоеполый. Вот, и женщина сотворена согласно тексту Библии, во-первых, из Адама, во-вторых, для Адама. Для чего она Адаму нужна? Для того, чтобы, например, рожать ему детей. Очень часто говорю об архетипе матери, мы сразу же делаем такой клинч в сторону и начинаем рассуждать о женщине как домашней рабыне, хозяйке. Но это все тлетворное влияние феминизма. Я об этом потом скажу, у меня отдельно будет вкладочка про феминизм. Вот, когда функцию женщины свели к обслуживанию домашнего очага. Самое главное, что делает женщина для мужчины, она дает им бесплатных работников. Многодетность в нашем сегодняшнем мире – это проклятие. В древнем мире многодетность – это было благословение. У моего прапрадеда при рождении 5-го сына умерла мать. И они жили в жуткой нищете и проблемах, пока ребенок старший не повзрослел, что его можно было отдавать в батраки. Вот. И буквально через 6 лет они были богатейшими людьми в деревне. Потому что 5 молодых людей батрачат на своего отца, отдавая ему полностью все, что зарабатывают. Поэтому в первый год поставили дом одному старшему брату, а второй год второму. Вот мой собственно, прадед сказал, я не хочу работать, и ушел на Первую мировую войну. Так что он избрал другой путь. Вот. То есть речь идет о том, что женщина рожает ему детей, которые обслуживают. Я человек средневековья, я иду и подскользнулся, и получил травму, несовместимую с жизнью. Не перелом позвоночника, а перелом шейки бедра. Все это смертный приговор в древнем мире. Если нет человека, который меня возьмет на руки, дотащит до дома и будет меня кормить, и за меня работать на поле. Вот это очень важный момент. Когда зачастую говорится об эксплуатации мужчины и женщины, зачастую забывается о том, что главная эта форма эксплуатации, на которой выросла вся мировая цивилизация, это эксплуатация ребенка, как бесплатная рабочая сила. Примерно с 5 лет, в некоторых культурах раньше, в некоторых позже, ребенок полностью входил в трудовой процесс, его ни о чем не спрашивали. И даже такие моменты, как выдача замуж, женитьба, решалось все совершенно прагматично. Вот. Есть, например, миф о том, что в Древней Руси девушек очень рано женили. По византийским канонам, вообще-то православным, венчать можно с 14 лет. Вот. На самом деле в центральных регионах России до 22 лет очень редко отпускали девушку из дома. Бесплатная работница. Кто же от нее откажется? Архетип отца. Думаю, здесь достаточно много говорить не нужно. То есть, кто это? Добытчик. Это волевая сильная фигура. Это человек, который обеспечивает все. Причем не только экономически в первую очередь, но и эмоционально во вторую очередь. То есть он обеспечивает семье оптимальную среду. Он защищает семью. Он ее создает, двигает и защищает. Вот что такое отец. Вот что такое по-отцовски. Вот кто такой батя. Отдельно выделял Юнг архетип мудреца.
Причем он никак не относится ни к матери, ни к отцу. Это совершенно отдельная фигура, такая бесполая своеобразно. Собственно говоря, это один из компонентов того, что если обратить внимание на ритуальную одежду практически всех традиционных религий, то ритуальная одежда жрецов, начиная от христианских священников, мусульманских мул, заканчивая буддийскими ламами, ритуальная одежда бесполая. Ни в коем случае это не штаны. Это что-то среднее между платьем и халатом, обязательно распахнутым к земле, к низу, чтобы символически как бы подпитываться вот этой вот энергией матери земли Геи. Вот, собственно говоря, в облике Гэндальфа это замечательно было видно в самом фильме. Так что вот, значит, почему я здесь оговорился, это вам потом на практическое задание нужно будет, потому что... Сейчас начинает нас толкать, потому что фигура мудреца не относится к полу мужскому. Это бесполая, это внеполая фигура. Это человек, который должен вести за собой к правильным моментам. Отдельно, например, архетип в архетипе. Мудрец, вооруженный бородой. И об этом традиционалисты еще до того, как они превратились в фашистов, российские традиционалисты очень много говорили об этом, писали, например, Александр Дугин, о том, что такое борода, всякие символические, метафорические выражения, типа подобно солнечному сиянию, исходящему от солнца, борода символизирует мудрость мудреца, исходя из его головы. Вот. Обратите внимание, что практически во всех традиционных религиях, ну кроме буддизма, но является ли буддизм религией, это отдельный разговор, обязательно высшие жрецы носят бороды. И даже есть запреты, например, и брить, как в русском старообрядчестве, например. Ребенок, главный пункт здесь наивность. Ребенок – это ведомая сторона. Он нужен для кого-то, для чего-то. И инициация превращения ребенка во взрослого мужчину или во взрослую женщину – это отдельный разговор, это нужно заслужить. К примеру, еще до 1940-х годов, к примеру говоря, в некоторых центральных регионах России, 40-е годы, даже до конца 40-х годов, было, например, детям мужского пола в центральных регионах, в Воронежской, например, области, в деревнях, где-нибудь в глухих деревнях, мальчики бегали без штанов. И примерно в 5 лет происходила такая своеобразная инициация. То есть мальчикам, во-первых, давали разрешили носить штаны, значит, на подтяжках. Во-вторых, превращали мальчика в мужчину даже не на семиотическом уровне. Вместо Васька он становился Василием. Обратите внимание, в русском языке практически все уменьшительно-ласкательные имена детей женского рода. Пашка, Васька. Вот и так далее. Так что нужно это заслужить. Отдельно герой и архетип в архетипе, отдельно дракон. Змей, зачастую зеленый, вот, но это не обязательно, с которым герой борется, преодолевая его из последних сил. Вот. И, кстати, тоже интересный момент. Герой, он тоже, так сказать, не имеет определенной половой привязки. Поэтому, если мы окунемся в древнегреческую мифологию, мы увидим вот эти моменты о, так сказать, бисексуальных похождениях героев, чем подчеркивает, что не важно, сколько ты детей наплодишь, делясь на пол, главное убить дракона. Прям звучит как новая книга Ходорковского. Так, ну и враг. Например, человек, который вырос, воспитан был, например, в мусульманской культуре и сюда в первый раз вот зашел вот прямо из мусульманской культуры, он совершенно не поймет, что это такое. Ну и можно объяснить, ну а почему рога, почему дьявол, почему козел. Это действует только на тех людей, которые выросли в христианской культуре. Вот, мы понимаем, что если это козлина, то это дьявольский определенный символ. Вот, кто-то делает себе татуировку не для того, чтобы какие-то романтические мысли навести на кого-то, совершенно из других соображений. То есть это полная противоположность всему тому, что в христианском мире считается благом материальным и духовным. К примеру говоря, если благо это сдержанность, аскетизм, то зло это распущенность и разврат, что отображаются другими чертами обычно Бафомета, которых я из соображений этики не стал размещать на этом слайде. Да. А вот архетипы матери и отец тоже не имеют пола. То есть архетип матери лучше может быть? Ну, анимус, вот то, о чем говорил. Да, то есть самое главное, это модель. Ты рождаешься, вот если ты Васька, а не Светка, то тебя постепенно общество движет вот к этой ролевой модели. Потому что главное не то, что ты думаешь о себе, а чтобы ты, как осуществляя вот эту ролевую модель, сделал твое комьюнити, твое сообщество устойчивым и выживабельным. Это можно завершить только если ты будешь полностью вот таким. То есть, к примеру говоря, если у тебя будет много детей.
Причем именно мальчиков, которые будут работать, которые лишены определенных регулярных, периодических женских недомоганий, которых просто элементарно физически сильнее. Вот. Чем больше мальчиков, тем ты благороднее, тем считается, что это благословение Господне на тебе. Вот. Итак, все, готовы? Итак, это базовые основные архетипы, которые проявляются везде, в кинематографе, в поведении, в том, как мы просто общаемся друг с другом. Девушка следит за собой, как считается в специфическом женском языке, вот, ухаживает, определенные процедуры совершает для того, чтобы в какой-нибудь определенной среде повести себя как начальный пункт этого архетипа. Если девушка приходит в ночной клуб, и при этом она одета, допустим, в тельняшку, вот, и ведет себя исключительно там, по-мужски, харкает на пол, матерится, ну не так, как сейчас принято материться вашему поколению, которое матом разговаривает и не ругается, а еще больше матерится, ведет себя вызывающе и нагло, вероятность того, что она уйдет из ночного клуба с партнером, маленькая. Я думаю, все прекрасно понимают. У нас же есть вообще специфическая такая дамская аудитория. Вот, хорошо, двигаемся дальше. Итак, теперь непосредственно архетипы персонажей. Вот то, что я сейчас буду показывать, в голове имейте вот эти моменты, потому что одни на другие наслаиваются. Итак, сейчас мы погрузимся в массовую культуру и будем непосредственно разбирать. Это имеет определенные точки несогласия. Я вам буду рад, если вы будете спорить со мной, не соглашаться, потому что это моя творческая дальше работа будет, потому что иногда трудно определить какого-то персонажа, отнести к какому-то архетипу, а еще иногда архетипы меняются. Персонаж проходит через несколько разных архетипических ролей, но об этом отдельно поговорим. Вот. Итак, самый главный юнгианец в мире, это имя, которое вы, согласно вашей специальности, просто обязаны знать, это Джозеф Кэмпбелл. С кем можно сравнить? Ну, имя Джозефа Кэмпбелла вам нужно знать как свои паспортные данные. Потому что Джозеф Кэмпбелл не просто определил массовую культуру 20 века, он создал условия для ее развития навсегда. Даже еще не видно никакой, то есть, грубо говоря, любой фильммейкер, любой клипмейкер будет делать то, что покажет вам, только по методологии Джозефа Кэмпбелла. Его очень сильно ругают, потом расскажу про что. Вот. Например, Кристиан Воглер, чтобы вы поняли, немножечко в будущее в практику забегая, ученик Джозефа Кэмпбелла, Кристиан Воглер, известный сценарист голливудский, он написал методичку голливудскую еще в 30-е годы на 7 страничках, как писать сценарий. Потом она обрастала. Теперь это вот такая книга, которую просто действительно любой сценарист всего мира просто в обязательном порядке должен прочитать. Так что вот там описано, как именно делать сценарий. Грубо говоря, чтобы правильно продавалось. Главная книга Джозефа Кэмпбелла – это «Тысячеликий герой». Вот об этом сейчас мы и будем говорить. Джозеф Кэмпбелл, используя юнгианскую методологию, окунулся в мировую культуру, окунулся к истокам древнегреческой мифологии, древнеиндийской мифологии и вывел потрясающую максимум. То, как мы изображаем какую-то картинку, то есть, грубо говоря, немножко по-другому зайду. Разницы между мифологией и массовой культурой нет вообще. Ну и если вы фанатеете по марвеловскому современному кинопроизводству, то в общем-то об этом речь идет. То есть еще более грубо говоря, в еще более грубой форме разницы между священным каким-то священнослужением какой-нибудь вакханалии, например, в Древнем Риме, и просмотром новых «Мстителей» принципиальной разницы нет. Священнослужением является и то, и другое. Вот об этом мы как раз и будем говорить. То есть по определенной преемственность культур, преемственность типажей, преемственность подходов есть, которую Джозеф Кэмпбелл проследил. Записали имя? Да. Джозеф Юнга не забыли записать? Вот, хорошо. Итак, ну, здесь мы ограничены возможностями техники. Посчитайте, сколько типажей. 16. Стоп. Да, первая попытка, наверное, 12. 12. Вот оно ключевое число в мифологии вообще христианского и постхристианского мира. 12. Вот, 12 апостолов Иисуса Христа. Если вы знакомы с текстом Библии, то есть эпизод определенный. Иуда, когда предал Иисуса Христа, ну, понятно, у него судьба была незавидная, вот, но после этого апостолы специально собрались для чего? Чтобы число восполнить. Какая разница, сколько осталось апостолов? 12 или 11? Но обязательно нужно было взять еще одного вместо Иуды, чтобы было 12. 12 знаков зодиака. 12 главных богов в греко-римском пантеоне.
Вот мы двигаемся вокруг этого числа. Это, кстати, самое слабое место методологии Джозефа Кэмпбелла. Вот. Самый важный момент не то, что он просто перечислил эти типы, таких дельцов было достаточно много, а вот в этих вот моментах. Что движет ребенком, мудрецом и исследователем-искателем? Вот оно что. Я тоскую по раю, я хочу домой. Так совершенно по-разному у Гэндальфа проявляется и, например, у капитана Джека Воробья. Но на самом деле, если мы разберемся в том, как персонажи себя ведут и как они озвучивают свою мотивацию, они буквально это проговаривают. Вот, к примеру, если уж мы заговорили о Гэндальфе, кто из вас знаком с классикой, с текстом «Властелин колец» и с тем, как Гэндальф проговаривает свое самое главное в своей жизни? Это в фильме, кстати, тоже был. Когда гоблины уже бьются в последнее здание, уже сейчас убьют главных героев, и хоббиты говорят, что мы сейчас умрем, Гэндальф скидывает брови, говорит, умрем? Да ты что? Серая пелена, которую мы привыкли называть реальностью, будет в одночасье сдернута, и мы увидим мир таким, какой он есть. Все только начнется сейчас, говорит Гэндальф. Этим, как ни странно, мотивирует защитников крепости. Вот, значит, желание, чтобы помнили, как в Футураме, чтобы помнили. Вот, значит, совершенно по-разному ведут себя эти персонажи. Например, персонаж героя, о котором я уже говорил, а отдельно выделяется новый персонаж волшебник. В чем особенность волшебника? Это не волшебство, не кролик из шляпы. Особенность волшебника, что он владеет силами, которые недоступны другим. Окунемся в технотронный мир. Как говорил Артур Кларк, один из величайших фантастов 20 века, любая технология на высшей стадии своего развития неотличима от магии. Поэтому у него в руках может быть волшебная палочка, а может быть и клавиатура, а может быть портальная пушка. Вот, так что об этом мы поговорим потом отдельно. Вот, значит, равно как и разбойник, с ним тоже очевидно. Разбойник – это негативно-деструктивная фигура. Задача разбойника – разрушать. Вот задача волшебника – созидать, а задача разбойника – разрушать. Вот взять и отломать нос у сфинкса, вот чтобы все помнили. Вот, значит, или следующий момент. Обыватель выделяет Джозеф Кэмпбелл. Обыватель, и сегодня американцы переводят это слово не как обыватель для русского языка, а как славный малый. То есть такой ровный пацан, вот, нормальный такой человек, которого ты не ожидаешь звезд с неба, но всегда на него, понимаешь, можно положиться за ним, как за каменной стеной. Это обыватель. Вот, значит, вот этим он нужен обществу. Поэтому это самая главная ролевая модель. Общество настаивает на том, чтобы таких было больше. Обратная сторона обывателя, который, когда мы начинаем засыпать, когда мы начинаем уставать, когда мы начинаем переставать понимать, что происходит, шут приходит и пинает нас. Он заставляет нас взбодриться, заставляет нас понервничать, ощутить, когда почва под ногами начинает колебаться, мы начинаем вспоминать, как же было здорово, когда она не колебалась, и все заново успокаивает. Отдельно, если мы разберем понятие трикстер, знакомого? Трикстер, это, я немножечко отклонюсь в сторону, то трикстер это не просто шут, трикстер это определенный деструктивный шут, задача которого это нормализовать бытие. То есть трикстер это как, значит, как сатана. Трикстер это как, например, одна из ипостасей Кришны, Вишну, разрушитель. То есть Кришна созидает, Вишну разрушает. Вот. Очень часто, например, с каким зверем, животным ассоциируется, говоря об образах, говоря о символах, с каким зверем, скажите, пожалуйста, ассоциируется больше всего такой вот шут, трикстер, разрушитель? Бык. Нет, бык он тупой бык, он идет и все. А здесь именно хитрец. Конечно же. И в особенности, сколько сказок посвящено этим хитрым лисам. Например, великолепный фильм 2 года назад вышедший Уэса Андерсона, снятый по Роальду Далю, «Бесподобный мистер Фокс», где подробно показывают этого трикстера с его семьей, таких же маленьких трикстерят, которых вокруг черти что происходит, бульдозеры гремят, уничтожается целая экосистема. Для чего? Вот для того, чтобы просто вот наказать его. А он спокойненько сидит, ничего не может придумать, но он отлично знает, что наступит момент, и бесподобный мистер Фокс придумает, как их опять всех обвести вокруг пальца. Этакий Остап Бендер, этакий Хулио Хоренито, если говорить о более серьезных типажах.
Вот, такие, ну ладно, не будем дальше здесь уходить дальше. Вот, ну и думаю, вот этот момент, он весьма популярен тоже в массовой культуре. Романтика. Romantic Edition Collection. То есть речь идет о определенном не просто мужском персонаже. Женский персонаж также здесь может быть вставлен с этим проблемой. Вот, то есть любовник обеспечивает связь. А отсюда идет главный компонент вообще христианской этики. Кто из вас знает, что главное в христианской этике? Какое из проявлений человеческих чувств? Если это проявление человеческих чувств, что главное, к чему нужно стремиться, какое качество в себе нужно развивать с точки зрения христианской именно этики? Нет, честность, все религии об этом говорят. То же самое, все религии об этом говорят. Любовь. Бог есть любовь. Вот, поэтому самый главный компонент это вот это. Что такое любовь? Священное Писание нам не дает. Я обычно я сам любовь трактую на занятиях по философии как ощущение глубинной сопричастности. Ощущение глубинной сопричастности. Я чувствую себя частью чего-то, что-то чувствую частью себя. Девушку, мотоцикл, любимую песню, без разницы, но это то, без чего я не могу жить. Может быть и могу, но жизнь моя будет убогая, корявая, без компонента, как можно жить там без руки, без ноги и прочее. Вот. Так что здесь тоже определенный персонаж, например, который поигрывает мускулами, вот, декоративно смахивает под себя для того, чтобы вызвать восторги женского пола, на самом деле осуществляет только вот эту опцию. Далеко не самую завидную. Это даже не размножение, это просто ощущение единства. Ну и самые сложные внутренне насыщенные персонажи. Вот, самый сложный момент вообще в методологии Кэмпбелла и Юнга – это структурирование, это наведение порядка. Наведение порядка Творцом, Создателем мира, вот об этом сейчас попробуем поговорить. Наведение порядка правителем, которому уже достался мир, и он обязан определенным образом действовать, наводя порядок дальше и дальше и дальше. И опекун, тоже отдельная фигура, которая представлена к тебе. А может быть, попробуйте сразу, пока мы дальше не дошли, представить себе образы опекуна, персонажа опекуны в любых произведениях, или литературы, кинематографа. Опекун. Хагрид думаете? Я тоже думал про Хагрида. Вот. Потом все-таки я подумал, что все-таки это не Хагрид. Ну, это очень близко к тому, о чем идет речь. Так. Ну, хорошо, пусть повисит в воздухе вопрос. Пусть повисит в воздухе. Да. Если есть персонаж, который более сильный, чем Дамблдор, хотя на самом деле Ну-ка давайте-ка вернемся к этому моменту. Если говорить о мифологии Гарри Поттера, то какая цель была у Дамблдора? Главная цель все-таки у Дамблдора была абсолютно... Может быть, кто-то помнит монолог Северуса Снейпа, вот в самой последней книге, когда шла речь о судьбе Гарри Поттера. Как сказал Снейп Дамблдору? Как свинью на заклание воспитывали вы его, руководствуясь своими собственными мотивами. У Дамблдора совершенно другие задачи были. Не любовь к Гарри Поттеру. Где-то здесь, где-то здесь. Но говоря о Хагриде, кстати, того, кто был чистым персонажем, опекуном, вы не назвали. Идем дальше. Вот. Говоря, шаг в сторону, интерлюдия такая, говоря о мифологии именно греческой, вот, здесь наиболее яркие вот эти персонажи. 12 первого уровня греческих богов, вот они в чистом виде символизируют то, о чем выше говорилось. Вот Создатель, Творец, Зевс. Ну, вообще, на самом деле, он мир не творил, если вы знаете хорошо мифологию, но он как бы его захватил и дальше осуществлял верховный контроль и руководство. Ну, а мир ладно, это Бог с ним. Но откуда взялись люди, согласно древнегреческой мифологии? Это вопрос сложный. Ну, понятно, людей создал Зевс. А для чего? Кто знает? Скучно было, это скорее вот Аид бы создавал вот из этих соображений, или там Гермес. Эксплуатировать, да, это очень близко к правильному варианту, потому что благодаря людям, молитвам людей, которые, так сказать, метаморфировались, превращались в нектар и амброзию, боги были, во-первых, бессмертны, а во-вторых, вечно молодыми, благодаря нашим молитвам и просто банально памяти о них. Некоторые боги это поняли, главное, чтобы помнили без разницы какой ценой. Будут любить, молиться одно, будут ненавидеть и бояться, в принципе, тот же результат. Но это уже потом. На самом деле Зевс создал людей просто потому, что ему хотелось их любить. Ему хотелось, чтобы были персонажи, о которых он будет заботиться.
Ему хотелось, чтобы были существа, которых будет защищать он. Если взять мифологию, например, в классическом на русском языке, какие два источника? Это, конечно, Николая Куна, «Мифы Древней Греции», классическая книга, но и замечательный перевод на русский язык 2 года назад вышедший Стивена Фрая, английский актер знаменитый. И вот он пересказал мифы. Мифы древнегреческие, я считаю, что это даже еще и лучше, чем у Николая Куна получилось 100 лет назад. Он подробно рассказывает о том, что все боги, вот все, кого вы видите, кроме Зевса, пытались людей истребить. Все до единого, даже Гермес. И только Зевс их всегда защищал. В любых ситуациях. Вот кроме того, Зевс любил людей не только, так сказать, платонически, но и в прямом материальном виде, причем даже, в общем-то, без привязки к какому-то конкретному полу. Он мог превратиться в женскую какую-нибудь ипостась и соблазнить мужчину, если вообще ничего не проходило. Он там вплоть до какого-нибудь превращения в дождь доходил. Так что он любил, причем не только, ну, в общем, эти моменты, они очень важны, показывающие его любовь, не относимую конкретно к женщинам, например, там, или конкретно мужчинам. Он любил людей просто как таковых. Главный любимый человек вообще на земле – это был Виночерпий, Зевса, которого Зевс первого живьем взял на Олимп. И им из головы выскочил. По какой причине? Любил его, это его главный любовник. Это его главный любовник, да. Вот это первый человек, который был живьем взят на Олимп. Я забыл имя. Вот, загуглите, если нужно. Все, значит, ну, про остальных мы долго говорить не будем. Что двигало, например, жажда там разрушения, которая двигала Аресом, который разрушал все, что все остальные создавали. Например, вот герой-любовник с одной стороны, с другой стороны, да, покровитель просвещения и развития Аполлон. Вот, Дионис, полная его противоположность. Вот, если Аполлон созидает, то Дионис разрушает. Ницше много всяких гадостей на эту тему написал. Вот, богини любви. Из этого списка посчитаем богини любви, их аж 4 штуки. Артемида, которую часто путают с Афродитой, Диметра, 5, прошу прощения, Гера и Афина. 5 разных типов любви. Совершенно по-разному люди ведут себя в разных ситуациях. Одно дело любовь эротическая, другое дело любовь к любимому делу, ремеслу, третье дело любовь к детям как таковым, любовь к природе, любовь к искусству и остальные моменты. Вот они символически отображались аж целыми 5 разными богинями. 5 разных способов любви. Обратите внимание, в русском языке только одно слово «люблю». И мы им пользуемся по-разному. Вот, в английском уже посложнее. What you say? I like you. Not. I like you. Okay. No problem. I like you. Without I love you. Это очень опасно. Если, например, парень скажет девушке I love you. I like you нормально прокатывает. Вот, значит, ну, у греков целый ряд разных терминов был для того, чтобы отображать понятие любви. Вот, ну, не будем здесь далеко заходить. То есть, вот это лежит в основе всего того, что я вам покажу дальше. То есть, если мы возьмем любое произведение массовой культуры, которое создано хотя бы просто для того, чтобы отбить бабки, вложенные в него, хотя бы просто для того, чтобы оправдать, значит, какие-то затраты, а в лучшем случае, чтобы принести что-то великое. Как, например, пытается создать Кэмерон со всеми своими новыми аватарами, как Джордж Лукас со «Звездными войнами». Мы видим вот их 12 как минимум. Ну, знаете, богов было гораздо больше. Так, значит, ну, немножечко тоже интерлюдия в сторону. Значит, сейчас вот эта тема 12 различных архетипов очень популярна в многоглаголевом коучинге, так называемом, когда собирают руководителей разных корпораций, перед ними рассказывают, улыбаясь, примерно то, что рассказываю сейчас я, вот, только с целью создать ощущение того, что это влияет на производственный процесс. И вот, разбирая одного современного бизнес-коучера, я нашел вот такую забавную классификацию. Это просто сказать, чтобы улыбнуться. Вот, чтобы улыбнуться, ну и лучше понять то примерно, о чем говорю я. Вот, я несерьезно это вам показываю. Так, теперь уже посерьезнее. Итак, теперь мы идем к массовой культуре. Снова посмотрите на это, если хотите, можете щелкнуть себе, чтобы было перед глазами, потому что потом я буду вас просить самостоятельно проклассифицировать некоторые из архетипов. Гарри Поттер. Всем видно? Это мое авторское видение ситуации, можете поспорить, но я все-таки считаю, что самый настоящий опекун – это все-таки Добби. Это все-таки Добби, хотя Хагрида. Но дальше мы разберемся, какая функция Хагрида. Каждый раз, когда мы встречаем Хагрида, мы, во-первых, начинаем улыбаться,
Во-вторых, Хагрид расположен в самых темных моментах Гарри Поттера. Он вдруг внезапно выходит для того, чтобы все хохотнули и выдохнули, чтобы не так страшно было. Поэтому ролевая модель Хагрида – это все-таки не опекать. Да и, собственно, а в чем он опекает Хагрид? Он только один раз подсказал Гарри Поттеру, где, собственно, дракона, про испытание с драконами. И то, если вы помните текст Гарри Поттера, вокруг этого совета Хагрида столько было наслоений. Джоан Роулинг не позволила Хагриду прийти к Гарри Поттеру и сказать: слушай, Гарри Поттер, вот будут драконы. Спрашивать, я когда читал первый раз, думал, а почему он не пришел? Потому что это будет нарушение ролевой модели. Он мне опекун. Поэтому Хагрид сказал одной девочке, девочка сказала Рону, а Рон, который в тот момент в ссоре был с Гарри Поттером, Рон попросил Гермиону, и Гермиона сказала, что Хагрид сказал. Девочка, которая сказала Рону, которая сказала Гермионе, что драконы будут. Вот аж сколько уровней. Мне сначала было непонятно, зачем это все нагромождено было. Для того, чтобы отодвинуть Хагрида. Хагрид веселит. Он дает пряники, от которых ломаются зубы. Вот, он дает, значит, Рону, у которого слизни выпадают изо рта. Он говорит, вот тебе специальное оборудование, и дает ему ведро. Специальное оборудование, куда эти слизни падают. Так что это главная его ролевая модель, в общем-то. Вот. А Добби, как и вообще домовые эльфы, создан, собственно, для того, чтобы опекать. Сами домовые эльфы для этого и существуют. То есть от этого никак не отделаться. Если вы, как говорится, в теме, то Добби целую революцию произвел среди домовых эльфов. Как реагировали эльфы-консерваторы на позицию Добби? Они большинство его отрицали. У него не было последователей Добби. На могиле Добби, на которой до сих пор оставляют носки, написано «Первый и последний свободный эльф». Гермиона создала организацию свободных эльфов, но за Добби никто не пошел. Он говорит, сумасшедший. Ролевая модель эльфов – это служить хозяевам, причем без разницы как. Вот. И помню, как Добби разрывался буквально в прямом смысле слова от того, что ему было жалко Гарри Поттера. Он лично, как личность, его опекал и хотел заботиться. И служением проклятым своим хозяевам, которые замыслили гадость. Он бил себя лампой, прижигал эти пальцы утюгом и так далее. Так, значит, дальше следующие моменты сложные достаточно. Ну, здесь, я думаю, просто, потому что это все наиболее невинный человек. Причем по мере усложнения книг, подбираясь к последним, функции Рона увеличиваются все больше и больше и больше, но Рон до самого конца остается именно Роном, именно наивным дитя. Он не глуп. В последней книге это хорошо показывает. Он может быть весьма инициативен. В последних книгах он совершенно спас Гарри Поттера, вытащив его из озера, и помог уничтожить там Крест-Страж и прочее. Но все это он делает только потому, что он идет как ребенок. Функция Рона – это идти за кем-то. Если не за Гарри Поттером, помню, Гарри Поттер все-таки был абсолютно одинок. В конце за ним не шел никто. Вот, у функции Рона это идти за кем-то. Поэтому, конечно, идеальным для него поводырем, для Рона, конечно же, была Гермиона. Волшебница ли Гермиона? С одной стороны, кажется, да. С другой стороны, если мы вспомним книгу, а где там волшебство? Она постоянно ходит с книгами и что-то учит. Она изучает заклинания. То есть какой-то магии, которую она творит, показано достаточно мало. Она показана как знайка. Тоже, кстати, персонаж. Знайка. Она показана как персонаж, который знает все обо всем. И она постоянно именно этим спасает. Не тем, что она владеет каким-то заклинанием, а тем, что у нее сумочка бездонная, в которой можно спрятать все, включая меч. Вот, так что вот и откуда она об этом сумочке узнала? Она прочитала в книге о том, что есть такая сумочка. Она поняла, что надо собираться в дорогу. Эту сумочку нашла, приобрела и спасла, собственно, всех этим. То есть этим она двигает. И она постоянно что-то новое изучает. Даже ее происхождение-то. Помню, что она, как называлась? Как грязнокровка. Даже не полукровка, она вообще никто в волшебном мире. Оба ее родителя были маглами. Она ворвалась в этот волшебный мир только благодаря исключительным своим умениям, за которые даже терпеть не мог единственный человек из Гриффиндора, которого мог терпеть Северус Снейп. Это была Гермиона. Единственную ее только он хвалил, больше никого. Он вообще больше никого не хвалил, кстати говоря, если вспомнить книгу. Да, Снейп вообще никого никогда не хвалил, кроме Гермионы. Ее сдержанно он похвалил. Вот, значит, говоря о Дамблдоре. Что движет Дамблдором? Опять же, вот желание вернуться к какому-то изначальному состоянию. Сейчас очень много дрянненьких фильмов снимается на тему там, фантастических тварей, там, со всем этим непонятно вставленным гомоэротическим контекстом, касающимся Дамблдора. Вот. Но самый главный момент, что Дамблдор, он знает, как нужно и к чему нужно вести. Такое ощущение, что он знает все обо всем. У него просто модель мира есть в голове. Он спасает своей мудростью.
Он дает советы, причем реальные жизненные советы. Особенно если мы вспомним вот эти, после его смерти, по завещанию, когда главным героям были вручены подарки, которые, значит, их, собственно, спасли. Вот эти подарки не показывают, что он глубоко знал каждого человека, каждого человека использовал. Один только Снитч, который Гарри Поттер всю книгу пытался открыть вот, всякими разными путями, пока не догадался к нему прикоснуться губами. Кстати, тоже символично. Ну, разбойником я все-таки считаю вот этого человека. Очень мрачная фигура, которая мрачно себя всегда ведет, которая мрачна настолько, что даже для этого он слишком мрачен. Разбирая, почему он не стал выпускник Слизерина, выпускник школы, которая готовила только темных магов, единственный за всю историю дружил со светлыми магами и не стал пожирателем смерти. Думаю, не потому, что его, значит, недостаточно он был плохой для Волдеморта, а скорее всего он был слишком плохой, потому что эта фигура разрушительная. Вот, причем он легко разрушает. То, что другие созидают с большим трудом, он одним мгновением рушит тут же, включая самого себя. Его бесславная, совершенно дикая смерть, когда он воскресает, освобождается из Азкабана и прячется в 4 книге. Мы ждем от него развития персонажа, развития сюжета. Ну а Остапа Бендера, у бесподобного мистера Фокса, у Хулио Хурнита, у всех этих трикстеров другая судьба. Он взрывается, как Данка, сердце из груди вырывает и все уничтожает. Также он вдруг хлобысь и просто погибает. Совершенно бесславно давая им дорогу. Чему давая? Запускает целую цепь дальнейших событий. Например, дикая жгучая ненависть и у Гарри Поттера, и у семейства Уизли по отношению к этой, как ее звали, Белатрисе Лестрендж, которая именно убила его, потому что его смерть фактически была жертвенной. Вот. Без этой смерти не было вот такой ярого напряжения персонажей. То есть, грубо говоря, он фактически распял себя на кресте. Распял себя на кресте. А кого распинали на кресте в Римской империи? Нет, кого в целом? Для кого эта смертная казнь была? Совершенно верно. Для самых отморозков, для разбойников. Ашую и одесную Иисуса Христа на крестах висели бандиты. Главное для разбойника по имени Иисус Христос было, что он выдавал себя за кого-то. А это кто? Блейк? Сириус Блэк, да. Даже имя-то Блэк, видишь? Из семейства Блэк. Вот. Значит так, волшебник. Вот я сюда поместил именно Волдеморт. Потому что все остальные, грубо говоря, во-первых, вот он действительно совершал постоянно какие-то волшебства. Он владел супертехнологиями, которых не знал больше никто. Поэтому просто объективно подходя по количеству магических трюков, которые были совершены, ну не просто он впереди всех стоит, он с большим-большим отрывом от всех стоит. Дамблдор вывозит именно благодаря своей мудрости, а не какой-то особенной магии. Именно он открыл величайшие секреты магии, включая даже возможность вечной жизни, причем аж в нескольких вариантах. Вся франшиза Гарри Поттера построена на том, что никак не могли этого кренделя убить. И так его это, он в затылке живет, вот, он в виде воспоминаний живет. И потом, когда тема с крестражами началась, все вообще было уже гораздо более серьезно. Гарри Поттер я отношу вот сюда. Герой всегда одинок, обратите внимание. Герой борется с драконом. Не великая магия, сила Гарри Поттера, не какое-то эксклюзивное владение магическим ремеслом. Он весьма профан в этом деле. Без Гермионы он, в общем-то, пройти не может. Но его главное качество, какое бы вы назвали самое главное качество Гарри Поттера? Гермиона, вот это образец целеустремленности. Это не качество, это скорее окраска того качества, о котором я спрашиваю. Вместимость. Ну вот, да, это так окрашивал, но именно не это его главное качество. Храбрость, смелость. Чего боялся он? Помните, когда он в зеркало ей належ посмотрел, который показывает... нет, не в зеркало, ей належ, когда... Значит, он увидел свой страх, когда с Дементором он знакомился первый раз. Он боится бояться. Поэтому он действительно самая главная сила. Не то, что у него там... Откуда у него эта палочка взялась? Да случайно попала ему в руки. Палочка его выбрала. Великая палочка, из-за чего у него купить величайший волшебник. Почему он не понимал, кто такой Гарри Поттер? Да вообще никто, какой-то пацан, которого убить просто невозможно. Палочка стреляет автоматически. Черти что происходит. Главное его качество, что он принципиально себя закалял. Обратите внимание на путь Гарри Поттера. Когда он становится перед развилкой, направо пойдешь, голову сложишь, налево пойдешь, весь мир обретешь, он всегда шел туда, где надо сложить голову. Причем понимая, что он шел по тому пути, по которому идти больно, некомфортно и страшно. Вот для чего? Потому что такой путь. Не потому, что он был смелый на уровне безрассудства. Как говорят евреи, чем отличается смелый от труса? Значит, трус боится и не делает, а смелый боится, но делает.
Вот это типичный путь Гарри Поттера. Маленького, скромненького, не особыми никакими абсолютно другими успехами, не обладающего, но его исключительная смелость. 2 было таких персонажа. А кто знает еще второго? Супер-пупер смелого персонажа. Невилл Долгопупс. Если вы знаете мифологию Гарри Поттера, то, что Гарри Поттер стал главным противником, это случайность, потому что он родился в один день с Невиллом Долгопупсом. И Волдеморт пошел убивать, он мог выбрать, кого выбрать. И вся франшиза запустилась бы иначе. У нас была бы не история Гарри Поттера, а история Невилла Долгопупса. И именно ему, Невиллу Долгопупсу, достался меч Гриффиндора как второй по храбрости человек, как альтер-эго Гарри Поттера. Они постоянно вместе, вот как инь и янь возникает, как черное и белое. Вот. Он как бы оттеняет Гарри Поттера, и во всех ключевые моменты из ниоткуда возникает Невилл Долгопупс, как Гарри плохо, и что-нибудь ему советует. Например, напихать в рот водоросль для того, чтобы дышать под водой. Ну, с обывателями, я думаю, здесь понятно. Вот. От чего всегда хотели Дурсли? Дурсли хотели быть как все. Поэтому, когда в чем-то они отличались от остальных, это вызывало животный страх у Дурсли. Они не тупые были, Дурсли. Они были не лишены человеческих качеств. Ну, Вернон, наверное, просто действительно был такой немножечко идиот. Персонаж, например, с его женой, забыл, как его звали, которая в самой последней книге высказала сострадание Гарри Поттеру и рассказала, что она всегда на самом деле любила свою сестру и переживала за нее. И даже их полоумный этот сынок Дадли, который в книге напоследок, это вырезанная сцена из фильма, она была в первом редакции фильма сделана, когда он подошел и обнял и Гарри Поттера на прощание и поблагодарил его, потому что Гарри спас Дадли. Так что они не совсем уж аморальные типы, вот, они просто хотят защитить свое благобытие. Так, значит, ну и последние моменты сложные. Правители, если говорить о раскладывании по полочкам, у меня возникает образ этих бесконечных декретов, которые понаиздавала за месяц своей работы. Имя выскочило из головы. Давайте. Деменция, да, наступает. Ну, поняли, о ком речь идет. То есть за месяц своей работы она столько декретов понаиздавала, что целая стена была ими обвешана, и было больше некуда даже девать. Вот, значит, и говоря о Творце. Вот, я очень долго думал, я не смог понять. Я ходил по городу, думал. Я советовался с знакомыми детьми, подростками на эту тему для того, чтобы определить, кто же здесь Творец, кто запустил порядок вещей. И все-таки я склонился к тому, что Творец, во-первых, здесь это комбинация и мужского, и женского начала, которая проявляется в том, что вот именно любовь, разная любовь, которую дали мать и отец Гарри Поттеру, вот запустила всю, собственно говоря, эту историю. Отца не надо списывать со счетов, потому что часто мы думаем про мать, которая дала ему особую защиту, из-за которой у него возник шрам и Волдеморт окочурился. Вот. Ну, собственно, и его отец, который тоже регулярно появляется. Когда Гарри Поттер в последней книге достает камень, отец говорит ему: ты не бойся, мы всегда с тобой, мы никогда от тебя не отходили. В самой первой части, когда он этот воскрешающий камень прячет в кармане, тоже отец дает ему наставление. Вот они, типичные ролевые модели матери и отца. Отец, собственно говоря, находится в тени, но он обеспечивает вот саму всю ситуацию, саму франшизу. И конкретно жертвенная любовь, умение отдать саму себя вот, на то, чтобы мое потомство жило, это мать, Лили Поттер. Вот. Причем отец, именно настоящий отец, он вообще не безукоризненный. Если вы книгу или фильм хотя бы смотрели, там показана история старшего Поттера, какой он был гад на самом деле, как он издевался над всеми. Вот, значит, включая Нюниусу, как он его обзывал, Северуса Снега. Почему я поместил Северуса Снега, которого сам Гарри Поттер называл величайшим волшебником в мире? Я против Гарри Поттера самого пошел и поместил его сюда. Во-первых, я прошел методом дедукции. Не отбросил все эти вещи. Хотя он называется величайшим волшебником, но где его волшебство? Он ходит на всех, ругается, вот, значит, такие гадости делает. Единственный вот волшебный вот прям вот акт, от которого там дух захватывает, когда он в летучую мышь превратился в огромную, без помощи каких-то приспособлений. Ну еще, конечно, его дуэль с этим, с дурачком во второй части, со Златопустом Локонсом. Вот, значит, и все, в общем-то, он просто ходит, на всех рычит, он обеспечивает такую мрачную атмосферу, его все боятся. На самом деле он хранит Гарри Поттера. Он был его главным хранителем, он нашептывает заклинания, чтобы Гарри Поттера на метле сохранить. Я почему? Единственное, что им движет, он в последней книге это проговаривает, это любовь к Лили. У тебя глаза, как у нее.
Из-за того, что у Гарри глаза были такие же, как у матери, которую всю жизнь любил он пошел в пожиратели смерти против всего мира честного. Вот. Он стал непонятно кем по отношению к Волдеморту. Сказать, что он был слуга Волдеморта, это сложно сказать. Он был кем-то типа его подмастерья или заместителя, потому что Волдеморт всегда, во-первых, единственный Снег, это единственный, к кому он обращался на «вы». Вот. Единственный человек, которого он немножко побаивался и уважал, Волдеморт. Что там делал Снег Волдеморта? Весь мир уничтожить. Если нет любви, сумей возненавидеть, не останься безучастным до конца, изнасиловать, напакостить, обидеть, чтобы больно было так, как больно мне. Забыл дальше окончание. Вот так что двигало им. Вопрос, предложение. К какому архетипу, по вашему мнению, Драко Малфой относится? Я сначала думал, что это Шут, он прям очень сильно на Шута походит. Вот. Ну просто Хагрид больше на Шута похож. Что делает Драко Малфой? В последней книге он раскрывается как персонаж. Вот. Он даже, собственно говоря, Драко Малфой, он, в общем-то, почти что опосредованно ведь спас Гарри Поттера. Да то, что Гарри Поттер спас его из огня. Вот. Так что он не совсем Шут. И в последних книгах он уже не совсем смешит. На первой книге, да, он непонятно для чего существует. Куда бы я его отнес, я думаю, что это не цельный персонаж. Я думаю, что он находится на грани между Шутом. Я ведь сказал, тоже запомните мои слова, что персонажи не закреплены, они могут трансгрессировать из одной архетипической модели в другую. Вот. Но я думаю, что он где-то вот отсюда, между Шутом и разбойником, где-то так он был, примерно. Мое представление. А ваше? Ну, даже не знаю, наверное, к Шуту я бы отнесла бы. Хорошо, спасибо. Так еще версии обсуждаем. Критикуйте, это же мой авторский подход. Мне кажется, полностью можно назвать разбойником, потому что во взаимодействии с Гарри, если не брать последние книги, к нему больше была направлена разрушительная какая-то энергия. Он хотел как-то унизить Гарри Поттера. Да, совершенно верно. Он нас смешит. Это, не забывайте, все по отношению к нам. Это не внутренняя логика. Да, но если именно вот его рассматривать, а не брать наши отношения к нему, то он, наверное, он разбойник. В общем-то, да. Вот это кажется. Но главное у разбойника все-таки оставить после себя след. А Драко Малфой, абсолютно ничтожество. Он ничего после себя не оставляет. Вон какой след после себя оставил Сириус Блэк. Даже там другие пожиратели смерти, некоторые там, например, Лютый, этот оборотень, который там перекусал кучу людей, испортил жизнь, например, там профессору Люпину и прочее. То есть вон сколько напакостили всего. Что после себя оставил Драко Малфой? Что его отец после себя оставил? Практически ничего. Поэтому, я думаю, где-то он здесь находится между ними. Ну что, идем дальше? Следующая франшиза, которая, да? Как бы Снейпа отнесла к опекуну? Речь идет все-таки, в общем-то, но он не проявляет себя на протяжении всей книги в этой роли. Нет, он проявляет, просто нам не рассказывает. Не всегда он проявляет. Он главный в самом начале, потому что он прикрыл вообще всю ситуацию. Он прибежал, рассказал о заклятии и так далее. Причем все началось. Гарри Поттера, собственно, мать убили из-за него. Так что он странный такой опекун, он какой-то вынужденный опекун. Да, у него есть такие моменты. Есть, смотри, чем отличается, например, Добби от Снега. Добби опекун, потому что он любит Гарри Поттера. Снег терпеть не может Гарри Поттер. Он любит только Лили. И глаза – это единственное, что осталось. Он боится потерять эти глаза, потому что это любовь его сердца навсегда. И он движим вот эта мрачная фигура с сальными волосами и залоснившейся рясой. Вот эта странная мрачная фигура, значит, движима только этим чувством, только любовь. Поехали дальше. Готовы? Да. Звездные войны. Джордж Лукас был непосредственным учеником и другом Джозефа Кэмпбелла. Главная задача Джорджа Лукаса была, Джордж Лукас был очень таким своеобразным фанатом Толкина. Когда он прочитал книгу, изучил хорошо книгу «Властелин колец», Джордж Лукас понял, конкретно сказал его цитата: «Я хочу создать нечто такое же великое, но только для Америки». Он один из первых проговорил, что Америка – это визуальная культура, не текстовая. Поэтому то, что для англичан, для англоевропейцев создал Толкин в буквах, то же самое хотел создать для картиночно мыслящих американцев Джордж Лукас. То есть настолько же мощная фундаментальная эпопея. Если вы знаете, то она вся изначально родилась в голове у Джорджа Лукаса. Те серии, которые 20 лет спустя появились, 1, 2, 3, сначала вышли 4, 5, 6, 20 лет спустя 1, 2, 3, они все были задуманы изначально Джорджем Лукасом. И намеренно надуман вот этот эпизод, этот разрыв.
чтобы дозрели, чтобы появились какие-то средства технические, чтобы думали, что там в самом начале стоит. Поэтому, если вы не знакомы с франшизой, я, конечно, советую начинать в том порядке смотреть, как они были сняты. Сначала все-таки 4-я, 5-я, 6-я, а потом 1-я, 2-я, 3-я. Вот все люди, которые не любят «Звездные войны», и когда я с ними беседую на эту тему, почти все они рассказывали, что они просто начали смотреть сначала 1-ю, 2-ю, 3-ю. Во всех этих супер-пупер, значит, спецэффектах потерялись, а потом примитивные в сравнении с ними 3-я, 4-я, 4-я, 5-я, 6-я. Поэтому лучше посмотрите старые сначала, а потом новые. И вот тогда все ляжет как надо в вашу голову. Вот. Здесь тоже, начну с самого главного, с функции Творца. И здесь, конечно, новые серии нам показывают, кто запустил весь этот порядок вещей, кто был избранным. Избранный был абсолютно не Люк Скайуокер, и не все эти персонажи странные, которые во всей франшизе регулярно возникают. То Рэй, это который там лазит по мусоркам, то еще всякие люди. Они все были здесь не очень важны. Избранным, который установит равновесие в мире, был Энакин Скайуокер. И главное его преступление было в том, что он нарушил кодекс, не просто кодекс джедая, ему нельзя было просто отдавать себя женщине. Он должен был сохранить это в себе. И главное преступление было даже не то, что он стал на сторону сил зла, а то, что он женился, и плодом их любви был ребенок. Вот этим он нарушил мировое равновесие. Ведь опять инь-янь, мужское и женское. И после этого, после того, как его супруга погибла, Энакин Скайуокер превратил свою темную ипостась в Дарта Вейдера. Причем чем занимался Дарт Вейдер? Вот, да, он величайший там фехтовальщик на световых мечах, но самое главное, это хранитель порядка. То есть он постоянно ходит всем, гундит, нудит, вот, мрачно дышит, вот, для того, чтобы был именно такой порядок, который заведен в этой империи. Он хранитель этого порядка. А вот именно магией, вот я между ними долго думал, именно волшебством особенным, эксклюзивным, владеет все-таки Дарт Сидиус, все-таки Палпатин, или как его хотите называть дальше, темный владыка. Вот, значит, здесь персонаж прям особенно узнаваемый. Ну, разве что можно поспорить по поводу этого... C-3PO, вот этого непонятного робота. С одной стороны, нас постоянно смешит, с другой стороны, значит, главное в нем не то, что он смешит, он иногда бывает и серьезным. Главное в нем то, что он осуществляет определенные какие-то задачи. То есть он идет куда-то, делает то, что ему приказали. C-3PO. Но хотя он делает это, конечно, смешно. Он очень близок, конечно, к категории шута, но все-таки главное в нем не то, что он смешит, а определенные моменты. И обратите внимание, как я решил вопрос исследователя. Вот все моменты состыковывания чего-то совершал именно робот R2-D2. Именно он хранил чертежи Звезды Смерти, именно он пошел искать Люка Скайуокера и так далее. То есть вот эта вот бренчащая машина, этот карлик, сидящий в этом тазу большом, как снимали, знаете, наверняка фильм, вот это именно была та сила, которая постоянно что-то новое пыталась скрыть и связать концы с концами. Это был этот робот, который не такой уж и бездушный. Если фильм смотрели, то обращайте внимание на то, какой он личностный. Хотя он говорить не умеет, он пищит, там его все понимают при этом, общается с ним словами. Вот. Ну, мудрец, я думаю, здесь наиболее такой яркий персонаж, вот тот, который именно учит, у которого в голове все мироздание находится. С разбойником тоже говорить не надо. Причем, поскольку это непосредственно вот то, что родилось под влиянием чисто Юнга и Кэмпбелла, вот, непосредственно под чистым влиянием идей. Поэтому персонажи такие вот яркие, сочные и чистые. Потому что этот приятель, он прямо говорил, мне нужно просто вот много денег заработать. Он никогда не скрывал, что он поганец. Он никогда не... Помните самый это интересный эпизод, когда его замораживают, и его возлюбленная говорит ему, я люблю тебя. Что он ответил? Не смотрели? А как бы вы ответили на уровне вот такого персонажа? А, девушки? Вот представьте, вашего возлюбленного замораживают, а ваш возлюбленный разбойник, бандюган с большой дороги. Он ее любит. Спасибо. Близко. Блин, нет, спасибо. Разбойник приходит и берет. Она говорит, я люблю тебя. Он ответил, я знаю. Я знаю. Так что вот. Значит, герой действительно, он теряет самого себя, причем в прямом даже смысле слова. Вот. И причем это очень сильная фигура, очень сильно связывающая фигура все части франшизы, включая вот эти бесконечные фильмы по мотивам «Звездных войн», которые были сняты в 10-е и 20-е годы. И в самом конце всех вот этих новонаснятых фильмов появляется заново Люк Скайуокер
своей железной рукой, старый, очень некрасивый, и говорит: вы все дураки. Абсолютно все неправы. Вы все делали абсолютно не так, как нужно, и вообще и джедаи дураки, и ситхи дураки, и вообще все неправы. Вот, он появляется вот именно вот в таком амплуа, он против абсолютно всех. То есть его задача не осуществлять какую-то ролевую модель, он плохой джедай, он вообще никакой не джедай. Вот, значит, что он сделал в промежутках между первой и второй частями? Он вошел в орден джедаев, чтобы потом из него выйти. Он создал храм джедаев, чтобы потом его же разрушить и поселиться, жить в этом разрушенном храме джедаев. То есть, вот, типичный герой, которого задача убивать дракона. Дракона нет, герой не нужен. Не хранить какую-то мудрость и прочее. Потрясающие в новых фильмах, которые сняты уже в последние годы, его рассказы старого Люка Скайуокера, рассказы о том, какие плохие джедаи. И что все вот вы, кто под властью франшизы находится, думают, что джедаи хорошие, все ошибаются. Вообще нет разницы между джедаями и сикхами, все козлы. Главное, и хуже всех те, кто пытаются настаивать на том, что они правы. Ну, здесь, думаю, если фильмы смотрели, то этот дурачок, конечно, возникает для того, чтобы смешить. Вот. Персонаж, который владел мамой Энакина Скайуокера, это новые уже серии, это первая серия, вот, который прямо рассказывал, что он не против добра, но надо, чтобы ему тоже денежка какая-то была и прочее. Вот. Ну и, конечно, классический опекун, который даже умирать отказывался от своего опекунства, это Оби-Ван Кеноби, который даже не умер, не получилось у него умереть, как у всех нормальных джедаев, а он периодически появлялся. Ну и, конечно, уникальный момент. Вот. Если смотреть, например, найти старые какие-то, короче, по-другому скажу. Если обратиться к неремастированным версиям 4, 5, 6 части «Звездных войн», то там мы увидим в самом конце всей этой персонажи голос Оби-Ван Кеноби звучащий. Актер уже давно умер. После того, как сняли первую, вторую и третью часть, специально Лукас ремастировал 20 лет назад снятую шестую часть и вставил туда картинку давным-давно умершего актера. Да, для этого он вернул его обратно, помимо воли даже того. И появился этот образ, поэтому когда мы сейчас смотрим, просто скачиваем или на Кинопоиске смотрим «Звездные войны», мы уже имеем дело с тем, что переделано заново. Так, вот, ну и думаю, про всех этих персонажей рассказал. Обратите внимание, я поместил сюда женского персонажа. Это самая уязвимая часть всей теории, которую я вам сейчас поведал. Потому что до сих пор никто из вас пока что не обвинил ни меня, ни Джозефа Кэмпбелла в сексизме. Потому что вообще все это применимо к мужской психике, к мужскому поведению. И сам Юнг, слово, которое старательно опускал, 12 архетипов мужского поведения, говорил Юнг. Его спрашивали первые там феминистки, там Сабина Шпилерейн и прочее, а как же женщины? Он не отвечал принципиально на этот вопрос. Но попробуем заполнить пустоту. Вот, значит, но чуть-чуть попозже. Сейчас мы немножечко к герою придем. Как становился Гарри Поттер, как становился Фродо Бэггинс, как становился Люк Скайуокер. Вот, пути героя, они всегда идут по такому. Я сразу прошу прощения за ошибки жуткие, описки в этой схеме, особенно у Елены Олеговны, прошу, схема не моя. Я взял чужую, и тогда, когда все было готово, я увидел жуткие совершенно описки, но с одной стороны, они уже некогда было изменять, с другой стороны, обратил внимание, что они привлекают внимание. Обратил внимание, что привлекают внимание. Итак, путь героя. Любого персонажа, возьмем хоть Колобок. Любой персонаж абсолютно проходит вот определенный путь. И этот путь заканчивается всегда одним и тем же. Лиса съедает Колобка. А мы в итоге получаем сказку, которая ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Вот. Руслан, значит, чем заканчивается в Руслане Людмиле? Все наши герои, если они остаются живыми, то они уже совершенно другие существа. Фродо Бэггинс не смог жить в Средиземье. И заканчивается «Властелин колец» тем, что он садится на корабли с эльфами, уплывает в никуда. Потому что этот мир, он не его, он не принадлежит к этому миру. И увозит с собой персонажа первой книги «Хоббит». Самого старого Бильбо Торбинса увозит с собой своего одновременно дедушку и отца, дядю и отца. Он был его дядей, который его усыновил, чтобы передать ему все. Вот, поэтому если Хоббита мы отдельно разберем, вне «Властелина колец», что немногие умеют делать, то мы увидим тот же самый путь. Итак, трансформация. К Хоббиту приходит Гэндальф в наглую курицу у него на крылечке и заставляет пойти с собой, не взяв даже носовые платки.
Просто ужас, просто какой-то кошмар. Вот, значит, здесь получают определенную награду. Награда в «Хоббите» ярко наиболее выражена. Вот, награда в «Хоббите» прям сразу они получили, это когда был поединок с троллями. Когда тролли всех гномов похватали, это про «Хоббита» говорю, не про «Властелина колец». Тролли похватали хоббитов, значит, ему в буквальном смысле достался горшок золота. Вот, впоследствии, в конце «Хоббита», помним, что Бильбо Торбинс, участвуя в битве 5 воинств за одинокую гору Эребор, после того, как дракона изничтожили, он отказался от награды. Торин Дубощит ему давал там, сколько там положено, целую долю сокровища вот горы Эребор. Бильбо отказался. Он жил только на те деньги, которые достались прямо в самом начале. То есть, грубо говоря, такая подпитка. Это такой фастфуд, который получает герой в самом начале своего становления. Вот. А дальше интересный момент. Вот, значит, дар богу, возвращение. Что-то получает герой, нечто особенное. Вот. Сначала идет награда земная, потом идет награда небесная. Что у меня в кармашке? Загадка, которую он голому загадал. Что у него в кармашке? Кто знает? Кольцо всевластия, ни мало ни много. Кольцо всевластия, которое он получил случайно. Ползая во мраке пещеры, он наткнулся на это колечко, положил его себе в карман и выиграл поединок со страшным совершенно существом, которое могло его уничтожить. Вот. Что такое возвращение? Здесь нужно правильно понять. Это возвращение на путь героя. Герой проходит развилку. Вот она, традиционно русская, направо пойдешь, голову сложишь, налево пойдешь, весь мир обретешь. Вот, то есть он возвращается снова на путь героя, он мог отступить, уйти. Когда он бегает по этим пещерам, он больше всего на свете думает уйти. И когда он слышит голоса гномов своих приятелей, он делает решение. Он возвращается к гномам, хотя он мог уйти от них. Он возвращается на этот путь. И все, теперь он уже становится почти что полностью героем. Идет дальше, получает сверхъестественную помощь определенную, значит, которая в каком была виде явлена сверхъестественная помощь. Ну, в особенности это, конечно, его поединок с драконом, словесный поединок Бильбо Торбинса с драконом Смогом. Вот, здесь и наставники, помощники участвуют, здесь я сокращу немножечко времени для того, чтобы мы прошли дальше. И заканчивает он все совершенно другим. Он даже внешне изменяется, когда возвращается обратно в Хоббитанию. Он стал выше ростом, он возвращается в доспехах, верхом, то есть он вообще совершенно не настоящий хоббит. Хоббиты его так и не приняли до конца. Вот считали его ненормальным, сумасшедшим. Поэтому в итоге Бильбо Торбинс бросил все, оставил все Фродо, своему племяннику усыновленному, и ушел жить к эльфу. Так что вот, он, значит, что нам оставил Бильбо Торбинс? Он нам оставил самое главное, это кольцо всевластия, которое он случайно, как бы случайно нашел на полу в темной пещере, наткнувшись на него рукой. Вот. Так что вот такой интересный бой. В русских сказках мы видим, конечно, другое дело, что от русских сказок нам почти ничего не осталось. Того великого сказочника, который бы сотворил с русским эпосом то же самое, что сделал когда-то с европейскими эпосами Джон Рональд Ройл Толкин, но, наверное, только великий Пушкин может на эту функцию претендовать в своем «Руслане Людмиле» произведении. Вот. Разве что вот одна оговорочка. Здесь в сторону тоже мы вильнем напоследок. Российский и советский культуролог, который составил как бы альтернативу тому, о чем я сейчас рассказываю. Без всякого Юнга, хотя он был знаком с его идеей, это даже проскальзывает. Владимир Яковлевич Проб написал книгу «Морфология волшебной сказки». Вот здесь просто для глаз я поместил определенно, то есть он скрупулезно разобрал путь каждого героя, начиная от хоббита Бильбо Торбинса и заканчивая Колобком. Они все проходят один и тот же путь. Но, опять же, оговорюсь, морфология волшебной сказки, когда участвуют сверхъестественные силы. То есть курочка ряба тут не подойдет. Хотя, золотое яичко, да, возможно. Так что вот это говорят для глаз. То есть вот особенно мне нравятся вот эти вот моменты. Вот, по большому счету, вот если бы нашелся тот, кто бы предложил вместо Джозефа Кэмпбелла методологию Владимира Пропа, вот тогда было бы интересно. Если будет эту методичку для сценаристов, по которой снимают все голливудские фильмы, которые имеют очень много уязвимостей, которые мы обнаруживаем с трудностью отнесения героев к персонажам, кто-нибудь заменил бы Владимиром Пропом, вот я думаю, это был бы настоящий рывок культуры вперед. Но мечтать не вредно. Как я и обещал. А где же барышни? Слушай, сестра, брось присмыкаться в юдоли, скажи прощай концепции бабьей доли. Вот. Феминистки предложили определенное свое видение. Вот мы видим определенно также персонажи, которые практически в любом повествовании, которые о женщинах, но есть нюанс.
Практически нет повествования о женщинах. Какие мы знаем сказки, посвященные женщинам? Василиса Прекрасная, Царевна Несмеяна, вот, Золушка, Дюймовочка и так далее. Если мы все вот эти персонажи возьмем, то по большому счету те, кто в них функционирует, вот эти главные женские персонажи, они, в общем-то, не такие уж и женские. Они какие-то кроссгендерные. Они проявляют и мужские, и женские черты, причем перескакивая с одной на другую. То есть разве можно сказать, что Золушка или Дюймовочка – это 100% настоящее воплощение архетипа матери? С трудом это даст. Вот. Поэтому вот феминистки предлагают несколько другую модель. Это я вам просто показываю для того, чтобы меня не упрекали в том, в чем упрекали обычно Юнга. Ну и напоследок, пожалуйста, предложите свою собственную типологию, к кому относится, например, Нео из «Матрицы». Так аргументированно, да. Аргументированно. Да. Ложки нет. Да. Останавливающей пули, потому что пуль нет. Это фантазм сознания. Если ты поймешь, то просто пули остановятся. Но может, если его на протяжении всего фильма ведет хроника, может, тогда он по этой типологии как-нибудь ребенок? Ведом. Но я говорил, с этого начала он такой был. Вот он как раз прошел трансформацию. То есть уже ближе к середине первого фильма, когда он научился там падать в землю с большого дома, и земля оказалась резиновой, откидывает его обратно, уже тогда он уже начал героем становиться. Мудрец? Волшебник? Ну, чем особо волшебным он владел? Все, что он знает, его научил этому Морфеус. Вот. В чем сила? В чем сила Нео? Нет. Я думаю, все-таки его сила такая же, как у Гарри Поттера. Он просто тупо идет. Особенности последний фильм, когда он уже, будучи ослепший, идет на сговор с машинами. Вот, и он, будучи слепым, с помощью машин ведет свой этот транспорт для того, чтобы разбить там этот суперкомпьютер и уничтожить агента Смита, потому что есть гораздо более серьезное зло. Вот это да, это зло просто неописуемое. Ну-ка, давайте это уже из вашей оперы, да? Это без разницы, но на всех фильмах одинаково. Да. Локи? Конечно же. Разбойник почему? Ну, он такой. Характеристики у него такие. Да, характеристики, да. Ну да, если мы то, что нужно было Локи, чтобы помнили. Почему Локи постоянно гадит всем? Натура у него такая годливая, да. Но когда ему нужно проговорить, то он же в ладах с головой, умный персонаж. Почему у тебя натура такая годливая? Что ты вообще хочешь в жизни добиваться? Он всегда, когда он идет на сговор со своими, например, врагами, например, с Тором, он всегда идет для того, чтобы оставить что-то после себя. Перспектива хаоса, когда все будет уничтожено, для Локи так же страшна, как и для Тора. Потому что если будет уничтожено все, то будет уничтожена и память о его гадстве тоже. Поэтому нужно на время перестать гадить, все поправить, а потом, когда все будет снова поправлено, опять начать гадить. Так, ну-ка дальше. Ну, как хотите, как хотите. Герой? Это шут с разбойником и героем. А давайте к одному сведем и все-таки аргументируем. Кто это? Вы безобразие, ну как вы можете? Капитан Джек Воробей, ну как так можно-то в самом деле? Вот, ни в коем случае. Капитан Джек Воробей, всегда подчеркивал, и это очень символично. Он тоже как бы стремился к тому, чтобы его помнили, Так. когда ему говорили, что он уже не герой, ну как бы неизвестно там все, Так. его печалился. Ага. Он относится к этой категории. Герой. Думаете, что это герой? Либо, значит, герой, да. Это герой или разбойник? Нет, скорее, наверное, герой. Ладно, хорошо. Емеля на печи. Ведомый. Ведомый? Ребенок, да. Наверное, ребенок, да, которого движет силы, которых он, природа, не понимает. Аленушка из «Морозко». Настенька. Ой, да, Настенька, да, прошу прощения, да, Настенька, да. Это просто шоколадка Аленушка. Персонаж. Ребенок. Да. Ребенок, то есть наивность, да? Но она ничего не делала, она просто была жертвой обстоятельств. Вот об этом речь идет. Хорошо. Дальше. Шут? Почему? Смешит он не сильно. Не всегда он смешит. Надо делать очень мрачные вещи, о которых думаешь, ну прям Для нас даже его обыватель.
Я бы тоже, наверное, его отнес к обывателям, потому что главное для Гомера сохранить ситуацию. 27 лет снимаются Симпсоны. Они очень сильно изменились по второстепенным линиям. Но самое главное, не меняются никогда. Конечно. Дети не взрослеют. У них появились гаджеты, но ребенок по-прежнему, самая маленькая дочка, не говорит. И весь мир строится на этом человеке. Вся семья живет на деньги, которые зарабатывает он. Его жена не работает, у них дом двухэтажный, у них 2 машины, вот, и этот балбес, не понимая совершенно сути своей работы, фактически все это дело содержит. И самая интересная ролевая модель Гомера, то есть он бывает шутом, он бывает исследователем, он очень часто бывает героем, но в конце каждой 22-минутной серии он откатывается обратно. Откатывается обратно из колымина в обывательство свое, к своим пончикам. Во все тяжкие. Гейзенберг, Хайзенберг. Или исследователь, мне кажется, или волшебник. Потому что у него главная цель его это как исследовать пути, как заработать деньги, в то же время созидание, которое можно приписать. Хорошо. Посложнее. Да, не видно. Да. А сейчас самый сложный в конце. Это вообще, вот с ним очень голову просто сломал. Соколиный глаз, да, из Марвеловской вселенной, да. Вот куда его совершенно отнести? Вот я остался в замешательстве, я не смог. Я даже подумала насчет Пекуна. Да, я тоже думал насчет опекуна, но слишком сильный. Ну и наконец-то Рик Санчес. Волшебник. Волшебник. Я очень долго думал, что это волшебник, но все-таки я думаю, что создатели франшизы про Рика и Морти были озабочены тем, чтобы сделать персонажа никаким. Хотя ближе всего он, конечно, к волшебникам. И в 2 эпизодах конкретно проговаривается. В последнем сезоне, в 6-м, на данный момент последнем, надеюсь, на данный момент, в октябре вышла серия, конкретно посвященная Джозефу Кэмпбеллу, где Кэмпбелл включен в повествование, и он спасает буквально Рика и Морти. Что перед вами вся культура в таком зашифрованном виде.